Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите видео с канала Полезное ТВ, а в этом видео я расскажу вам, как приготовить настой из золы, и также расскажу, для чего его можно применять. А если вас интересуют другие полезные видео о саде и огороде, то, конечно же, после просмотра этого видео зайдите ко мне на канал и посмотрите. И не забудьте подписаться, чтобы не пропускать выход новых видео. А для приготовления настоя из золы, также я вам расскажу несколько способов приготовления такого раствора. Для моего варианта приготовления нам потребуется 10-литровое ведро, в которое нужно сразу будет налить около 2-3 литров воды. Желательно воду брать теплую, отстоянную. И также нам потребуется еще 10 литров теплой отстоянной воды. Также потребуется литровая пустая банка, которой мы будем отмерять нужную пропорцию. И, конечно же, древесная зола. Чтобы настой из нее получился качественный, зола, которую вы используете, должна быть сухой. И до момента, когда вы будете использовать, она не должна была намокать. Потому что, например, если вы золу ссыпали где-то у себя на участке, потом шли дожди, то знаете, все полезные вещества уже ушли в землю. А это осталось просто горстка пепла. Так что золу лучше хранить в сухом месте, чтобы она не потянула влагу. Тогда будет зола нормально. А так от раствора золы, которая полежала на улице и намокла, толку не будет. А полезные свойства золы в том, что она имеет в своем составе в большом количестве калий, фосфор, кальций и другие макро- и микроэлементы. Все еще зависит от породы дерева, которую вы сжигали. Например, в еле и сосне калия очень мало. И для того, чтобы приготовить наш раствор, берем литровую банку и наполняем ее полностью золой. И таких банок, как видели, я притрамбовал. Нужно будет на наш маточный раствор 3 штуки. И высыпаем ее в воду. И вот я всыпал сюда 3-литровые банки золы, а воды я налил небольшое количество, по той причине, что если бы я набрал здесь 10 литров воды, насыпал еще золу, она бы вылезла через верх. А так я сейчас ее перемешаю, влага впиталась, и долью до нужного нам объема водой. Как видите, получилось как раз 10 литров раствора, который теперь нужно перемешать тщательно, накрыть сверху крышкой и оставить настаиваться его 2 суток. Так что мне еще ждать 2 дня, а у вас время пролетит просто вмиг. Вот и все, настой из золы готов, отстоялся он у нас 2 суток, вот так он у нас выглядит. И теперь его можно использовать как корневая подкормка, а также можно применять как и внекорневая подкормка. Но я бы посоветовал для внекорневых подкормок делать не настой из золы, а вытяжку. А для этого нужно будет зольный раствор кипятить. Если вам интересно, то в скором времени вы увидите это видео на канале. Так что подписывайтесь, чтобы не пропускать выход этого видео. Для того, чтобы использовать этот раствор для внекорневой подкормки, конечно же, его нужно будет процедить, потому что все это будет разобиваться в распылителе. И также на дне там есть осадок, который нам не потребуется. Нужно будет процедить, тоже в 10-литровое ведро. И так как осадок занимает какую-то часть этого объема, то нужно будет процеженный зольный раствор довести до 10 литров. И потом использовать для внекорневой подкормки, брать литровую банку, набирать его и добавлять в 10 литров. Заливать в опрыскиватель и опрыскивать по листу. Кстати, это видео вы тоже увидите у меня на канале, потому что я буду обрабатывать им деревья. Но, как я уже и говорил, я буду делать вытяжку. А для внекорневой подкормки раствор готовится следующим образом. Берем 10-литровое ведро, наливаем его не полностью, чтобы влез литр зольного настоя. Берем это все дело, перемешиваем, там на дне много осадка. Нужно все это хорошенько перемешать, потому что для корневой подкормки как раз вот это все и пригодится. Оно потом попадет в землю и переработается. Вот такой у нас мутнячок получается. Перемешали до однородной массы. Берем литровую баночку. Вместе со всем набираем. И выливаем. Также берем здесь тоже, перемешиваем до однородной массы.
И можно идти подкармливать виноград, томаты, смородину и другие растения, которые нуждаются в фосфоре и калии, потому что это удобрение калийно-фосфорное. Калия здесь больше, фосфора в меньшей части. А в калии и фосфоре растения нуждаются во второй половине своей вегетации, а именно в небольшой части после цветения и в большей мере, когда плоды начинают созревать. Вот поэтому я сейчас и пойду подкармливать этим раствором смородину, потому что она же скоро будет у нас созревать. А вам же предлагаю перейти ко мне на канал и посмотреть это видео, как я буду подкармливать смородину таким раствором. А если это видео было для вас полезно, обязательно поставьте лайк и не забудьте поделиться этим видео в соцсетях с друзьями. И также не забываем подписаться на мой канал, чтобы не пропускать выход новых и полезных видео. А я же вам желаю большого урожая в этом году и хорошего настроения. А на этом у меня все. До встречи в следующем видео. Пока.